Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Второй расклад. Что прояснится или какая правда откроется? Что будет дальше или к чему все идет? Второй прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Второй на неделю с 31 марта по 6 апреля. Давайте с вами узнаем. И первый у нас карты пасьянса, какие же события в ближайшие дни. События ближайшего будущего ожидают ваш знак зодиака. Останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, вы переложите те вопросы, которые вас сейчас беспокоят, или в центре вашего внимания на метафору карт, и какие-то подсказки вы все же получите. Итак, события ближайших дней, ближайшего будущего. Смотрю я, смотрите и вы. Что же нам подскажут маленькие карты с их рандомными значениями. И никогда не предугадаешь, что же тут совпадет. И тем не менее, колокол, мои дорогие, колокол имеется в виду какая-то неожиданная новость. Это то, к чему мы не готовы. И эта новость, она не исходит от вас. Она исходит от внешней ситуации или от третьих сил. У кого-то из вас эта новость может касаться, ну, может быть, ваших родственников, ваших, ну, те, кто вхож в ваш дом. Это мои лишь предположения. Или потому что рядом у вас выпадает семейный очаг. Это имеется в виду новость буквально, к примеру, вы собирались куда-то переезжать, а тут вы можете что-то переиграть, потому что получаете известие или какая-то приходит информация, и вам это нужно несколько будет либо учитывать, либо переделывать. Или все же по аркану, точнее по значению костер, это могут проходить и наши домочадцы. Это могут быть совершенно два разных как бы события, сама по себе информация и вопросы вашего дома, домашнего быта, или вопросы, связанные с вашими родственниками. Но, тем не менее, какая-то взаимосвязь, когда вам это как-то приходится увязывать или адаптировать, может быть, и так. Давайте посмотрим дальше. Однозначно нам еще пока ничего не сказали. Но и опять же, мы не выносим вердиктов. Мы размышляем вместе, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. А для кого-то закрытый путь, посмотрите. И вполне вероятно, на первый взгляд, вот этот закрытый путь, вы собирались, как я говорила, куда-то отправиться, а тут вы что-то переигрываете. Или, может быть, какой-то человек, вы его ожидали, что он приедет к вам, и он вам внезапно звонит и говорит, а нет, эту поездку придется перенести, или вот это сделать что-то не получится. Может быть, вы собирались, кстати, проявить какие-то действия, активность в отношении оформления документов, да, но тут вы понимаете, какой-то порядок, вот может быть и мироуклад меняется, и мы не можем прямо сейчас это осуществить. Почему? Потому что тоже либо третьи силы, либо третьи лица как-то участвуют в этом вопросе. Ну, давайте посмотрим, что же у нас, какое продолжение следует, каким образом это может оказывать влияние на то, что вы себе задумали, что нам расскажут карты еще. Правда, переживания какие-то могут быть, потому что что-то не вписывается просто в ваш план. А тем не менее, это очень много философии. Вы знаете, по сути дела, новость, да и новость. Ну, даже если какой-то путь закрывается, всегда на смену одной двери открывается другая дверь. Но мы часто этого и не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Почему я повторяю эту фразу известную? Потому что у вас мечи. И мечи вот эти скрещенные, обратите внимание, они перевязаны. То есть нет вот этого колющего как бы эффекта, скажем. Но это наша тревога. Это наши сомнения, которые так может разрастаться до гиперболических каких-то значений только лишь потому, что мы себе позволили, дали право, ну, где-то слишком анализировать, ну, там и увязли. Поэтому не место глубокой философии на мелком месте. Случилось, случилось, но это еще не конечный вердикт или это еще какой-то неконечный маршрут, точно, и определенно какое-то продолжение следует. Давайте посмотрим, что еще.
У вас, наверное, не единственная новость, мои дорогие рыбы и рыбки, потому что еще какое-то продолжение следует. Поэтому то, что вы услышите, и я должна сказать, до 7 числа ретроградный Меркурий, мы всегда знаем, это какие-то задержки, паузы, неурядицы, сбивчивая информация или сам по себе информационный хаос. Информации много, новостей тоже, много фейков. Да, слушать нужно, потому что может быть только одно что-то рациональное, но пока мы профильтруем, пока мы разберемся, есть смысл этому доверять или нет, проходит какое-то время. Поэтому то, что нам может поначалу не нравиться, оно все может измениться. И не время делать выводы и выносить вердикты. Вот я бы сказала, с учетом того, о чем мы сейчас с вами говорим. Потому что вот эта молния, это тоже неожиданное известие. И здесь это может быть как бы одна тема. Сначала пришла одна какая-то новость, да, вроде как этот закрытый путь, а потом этот путь открывается. Или вы сами что-то передумаете. Но вот переживать по конкретному поводу, что не стыкуется или не вписывается в те временные рамки, как вы это себе задумали. А у вас, мои дорогие, мы ведь можем сложить карты как по вертикали, так и по горизонтали, крайние ряды. Ангел. Это как ангел пытается вам помочь. Поэтому, если куда-то не получается отправиться или где-то закрытый путь, сами себе скажите: нет, да и ладно. Потому что, может быть, вполне вероятно, время вам помогает, и конкретный человек, словно высшие силы, вас охраняют. Куда-то себя не пришпоривайте. Позвольте просто на этой неделе развиваться событиям вот так, как они идут. И, опять же, крайние ряды. Вот эта цыганка, которая нам выпадает, да, в этой колоде это имеется в виду просто изображение цыганки. На самом деле это лицо, это какой-то новый знакомый. Или, так это вот, кстати, и новость может приходить от какого-то знакомого, или это то лицо, которое человек, персона, которую мы недостаточно знаем. И от нее можно ожидать чего угодно. Поэтому держите руку на пульсе. Не будьте слишком доверчивыми. Потому что в вашу жизнь может войти какая-то путаница, потому что вы просто кому-то доверяете. А доверять тут только одному человеку можно – ангел. Тот, которого вы уже знаете, или тот, который уже проверен вами, ну, более чему-то надежному, нежели, может быть, новым людям, которые приходят в вашу жизнь. Еще ничего не предопределено. И люди могут ошибаться, а кто-то нарочито тень на плетень может наводить, и это я тоже не исключаю. Пока я с вами говорила, не вижу я больше совпадений. Пойдем дальше. И вот давайте узнаем, что же прояснится. Вот интересно, две новости. Может быть, это два разрозненных каких-то события. И мы спросим, какая правда откроется, что прояснится для рыб и рыбок. Первая карта. А вторую мы сразу достанем. И что будет дальше? Что из этого следует? К чему все идет? Неожиданности и неожиданные события. С чем это связано? Сфера жизни. Добрые события, что вас приятно удивит, что вас приятно обрадует, что вам будет помогать. Сфера ваших достижений. У кого-то работа, учеба или деньги. Любовь и личная жизнь. Вот интересно, что что-то у вас прояснится. Как нужно действовать по закону у вас может проясниться. Или когда у вас откроется на какое-то дело, которое вы хотели осуществить, совершенно другое видение. Здесь могут быть контакты, мои дорогие, через официальных лиц. Или, может быть, через ваших руководителей на работе, на учебе, там, с теми, кем вы контактируете. Может быть, это высокие чиновники. По каким-то инстанциям, скорее всего, вам придется перемещаться. Или, может быть, это учреждение. Это как ваша работа, такое тоже может быть. И тогда контакты с руководителями. Или, может быть, какие-то лица приходят на вашу работу. Ну, есть те люди, которые занимают определенный статус и где-то отвечают за свои слова. Или имеют в своих рычагах влияния, как раз этого влияния чуточку больше, чем мы сами. Это могут быть люди в погонах, это могут быть люди в форме. У кого-то это может проиграться как визит к врачу и обследование, которое вы будете проходить. По этой карте это карта эксперта, и мы узнаем о себе что-то большее. И, может быть, вот даже если какой-то закрытый путь, вы
думали, что закон, предположим, вам располагает и предполагается, что вы сумеете оформить даже важную какую-то бумагу. А тут вы узнаете, а вот нет. В этом контексте вот так легко не получается. Нужно еще каких-нибудь 5-10 бумажек собрать, чтобы вот этот путь словно был открыт. Поэтому по этой карте мы тут не идем против системы. По этой карте мы не спорим с вышестоящими людьми или официальными лицами. По этой карте мы не противопоставляем себя, точнее, как и системе или какому-то укладу, порядку. Мы и не противодействуем закону, кстати, будьте внимательны. Давайте я достану следующую карту. Хотя для кого-то из вас это может быть совершенно новый интерес по части вашего работы, творчества, какая-то новая сфера деятельности, когда вам придется это изучать и понимать, допустим, как работает в отношении вас закон, если вы будете этим заниматься. Так вот, какая сфера жизни или что прояснится? По принципу мечей, вы знаете, правда. Это именно правда. Мы ищем истину, правду, и мы ее находим. И она нам не очень нравится, может. Вы можете столкнуться с конфликтными людьми, вот конкретно. Рыцарь мечей и принц мечей. На вас могут давить. Причем это давление может быть каких-то структур, правда, у кого-то и так. Или когда даже банально, отправляясь к доктору, доктор будет вам говорить, что вот вы должны, к примеру, изменить образ жизни, да, и нам это не нравится слышать. Не нравится, потому что вроде бы мы и сами знаем, какой нам нужен образ жизни, а доктор может говорить так холодно, знаете, и не выбирая слов. Вот даже такая банальная ситуация у вас может проиграться, и вы тогда скажете, я больше к этому врачу не пойду, и будет закрытый путь. Вот даже на таком мелком уровне это может у кого-то проигрываться, вот эти карты. По принцу мечей самому не замечтаться будет тоже важно, потому что иногда проходят такие энергии бунтарь без причины. Поэтому в бунтаря точно не стоит превращаться, но это могут быть и люди, которые провоцируют вас на конфликт. Я уже об этом сказала. Не поднимайте перчатку, и если вам кто-то пытается бросить ее, или вы вынуждены контактировать, может быть, даже с высокостоящими чиновниками, лицами, руководителями, и не в духе будет руководитель, или вы пришли за советом или решать какой-то вопрос, опять же, к чиновнику, а у него нет настроения, и он слишком резок. Не реагируйте. Мы все сложно переживаем сейчас, наверное, как ретроградность Меркурия, потому что хаос в нашей жизни каждого в той или иной мере присутствует, какая-то неразбериха, а то и абракадабра, и некоторые задержки. Поэтому, как и чиновники, как и руководители, это тоже люди. Они вам не расскажут, а у них может быть своих забот вагон и маленькая тележка. Но по ретро-Венере, и это до 13 апреля, нам всем сложно управлять своими эмоциями. И если вам легко, это не значит, что люди, с которыми вы контактируете, им точно так же это, ну, как-то просто и понятно. Поэтому некоторое противодействие или какие-то ненужные доказательства, или какая-то резкость в общении, или когда мы действительно бунтарь без причины можем сталкиваться с каким-то, ну, совершенно неправильным поведением людей, тем не менее нас не должен выбивать из колеи. Поэтому сохраняйте хладнокровие, выдержку и, самое главное, беспристрастность. Так что же за правда откроется? Вы можете узнать по поводу конкретного человека что-то. Или это по поводу вашего проекта, планов. И тут самое главное, вот честным быть самим собой. И даже если какая-то правда приходит, есть тот вопрос, мои дорогие рыбы и рыбки, вам нужно обдумать. Именно вам нужно обдумать. Король жезлов – это карта харизматичного лидера. Это где-то те энергии, которые вам предлагают примерить уже на себя. Третья карта, которую я достала. Белые перья вокруг челмы у нашего короля говорят о том, что искренность помыслов и будь честен самим собой. Вот в этой колоде карт. Но куда-то пока не торопитесь. Вот это да. Оставайтесь этим харизматичным лидером. И если где-то мы даже понимаем, что да, путь закрылся, или мы получаем даже отворот-поворот, и ладно, не получилось теперь, получится по-другому или чуть позже. Поэтому не пытайтесь буквально, знаете, как
на таран пойти. Вам это не помогает. К чему же все идет? А вы знаете, у вас все равно есть то лицо, которое вам может прояснить какую-то обстановку. Может быть, добрый друг. Королева Пентаклей. Большой реалист, который видит без эмоций и умеет из той реальности, которая, может быть, присутствует в виде хаоса, отстроить благополучие. Умеет создать сказку, реализовать ее в реальной жизни. Это карта денег, это карта самодостаточного человека, это карта очень уравновешенного человека. Поэтому к чему все идет? Ну, может быть, правда, есть то лицо, которому вы доверяете, который к вам искренне относится, мои дорогие. Может быть, это и есть какой-то вот такой ангел-хранитель, который в лице конкретного человека, и этот человек присутствует в вашем общении. Я могу предположить, что это может быть помощь или дельным советом, или, может быть, помощь в разрешении какой-то ситуации. И тем не менее, это карта стабильности. Поэтому к чему все идет? Да все стабилизируется. Не драматизируйте, скажу так. Так вот, давайте к чему все идет. Может быть, это конкретное дело. Что же будет дальше? Что дальше? Вот эта путаница. Вы можете переиграть какой-то вопрос на 180 градусов. Вы можете от чего-то отказаться. Или увидеть для себя совершенно новую альтернативную возможность, как вам поступать. Вы могли упорствовать вот в чем-то, а теперь вы понимаете, а вообще нет смысла. Вы можете узнать также какую-то информацию от этого человека, и если этот вопрос касался где-то переезда или поездки необходимой, то тут тоже как новый какой-то вариант. По восьмерке кубков мы ищем выход, и мы его находим. Но здесь, я бы сказала, вам кто-то помогает найти выход из создавшегося положения или ситуации. К чему же все идет? У вас, правда, ангел-хранитель за плечами. Ну и, наверное, помимо того, что как высшие силы ангелы вас охраняют, но у вас еще в реальной жизни есть очень надежный человек. Это может быть важная женщина в вашей жизни, а для кого-то из вас проясняется ваша какая-то задумка или ваша концепция, может быть, и личной жизни, хотя это, возможно, касается вашего творчества или, может быть, как новая идея по части творчества, работы. Вы что-то тут можете кардинально захотеть изменить. А вот интересно, Лилит или Черная Луна с 27 числа в Скорпионе. И вполне вероятно то, что вы в себе пытались гасить или оставляли на потом. Здесь может вспыхнуть или активизироваться в вашей жизни как желание с новой силой. И вы будете искать способы реализации именно того, что вам теперь интересно. И тогда вам тоже есть тот человек, который вас будет поддерживать. Но тогда приготовьтесь, что нужно рассчитывать все-таки поддержка поддержкой, но по восьмерке кубков нам приходится пройти одному или одной какой-то путь. Ну, сложно. Переложите это с тонкими нюансами на то, что вы хотите осуществить, и прочитайте статью. Я оставляю ссылку в описании под видео. Лилит, Черная Луна в Скорпионе до конца года. До конца года действительно тут какие-то перезагрузки могут быть. Неожиданности, неожиданные события. А вот и правда, кто-то вот туда не поеду, поеду в другое место. Или я решил менять работу, или я решил обучаться новой профессии, новым навыкам, какие-то новые интересы. Тройка жезлов– это карта будущее. Вы смотрите в горизонт. Для кого-то из вас вы начинаете изучать языки, причем конкретно, потому что вы понимаете, для чего вам это нужно. Может быть, и языки программирования, кто знает, потому что по этой карте работа в интернет тоже предусматривается. Именно эта колода. 5 кораблей, 5 символов Меркурия, и поэтому какая-то задержка. Вам тут время помогает с чем-то определиться. И пусть этот путь для кого-то закрытый, вполне вероятно, будет означать, что вы потом скажете себе спасибо, что куда-то не пошли или куда-то не отправились, не поехали. Здесь новые какие-то приоритеты могут перед вами открыться, или вы сами их себе открываете. Но есть еще тот период, когда вам нужно подготовиться. Но в неожиданностях тут может быть какая-то информация. Может быть, этих информаций, ну, как новостной какой-то поток
вас побуждает делать какие-то выводы, и вот эту перезагрузку вам захочется самим ускорить. Но торопиться, вот как с места в карьер, было бы преждевременно. Но через информацию, правда, могут приходить какие-то неожиданности, которые касаются ваших задумок, творчества, самореализации, работы и денег. Добрые события. Что вас приятно удивит? Опять же, про переезд, про поездки. Это карта будущего, это карта заслуженного успеха. Вы чем-то можете очень заинтересоваться, причем настолько, что вам не страшно вот эту дорогу даже идти в одиночку. Вы на что-то будете готовы решиться. И мы отплываем, самое главное, от старого берега, словно где уже выжженная пустыня, нам нечего терять. Или когда мы уже все пасьянсы разложили и, наверное, все партии в шахматы сыграли. Когда мы понимаем, что здесь мы не можем реализовать или раскрыть свои таланты. Вот у кого-то будет даже по работе, по учебе, возможно, переезд или то, что вы будете продумывать и готовиться. У кого-то это смены по работе, вам могут предложить должность. Или вы сами, кстати, узнаете, к примеру, что какой-то человек увольняется, освобождается вакансия, и вы будете искать контакты с руководителем. И тогда, мои дорогие, какой-то правильный диалог для вас будет очень важно построить. Уметь слушать, уметь анализировать, уметь адаптироваться. Вот такая неделя. Но это для вас открывает, это ведь как добрые события, карта заслуженного успеха. Поэтому это как тот успех, который именно от ваших приложенных действий вам приходит. И это не совсем карта говорит, что на этой неделе приходит. Может быть, это и чуть позже, потому что какой-то путь нам еще нужно продолжать. Не останавливаться, мои дорогие. И это многократно вот эти положительные энергии, когда мы на что-то решаемся, когда у нас хватает мужества идти вперед, дорогу осилит идущий. И для вас это открывает новые перспективы, добрые события. Тут для вас даже метаморфоза может сыграть в плюс. Дела, работа, бизнес, ваши достижения, деньги. Деньги есть, деньги будут. Ну, как-то правильно мы распоряжаемся деньгами, потому что по тузу пентаклей это один пентакль, мы должны вырастить еще из этого пентакля зернышко. Целое дерево денежное, но, правда, для кого-то новое начинание, может быть, как новые навыки, вы пробуете себя в каком-то новом деле. Вам это интересно, безусловно, но по достижениям, безусловно, туз пентаклей, как возможности, как подсказки высших сил, назовите это так, или какое-то удобное стечение, может быть, ситуации, обстоятельств, и от чего-то нельзя отказаться. Нельзя. Почему говорю? Действительно, как высшие силы вам, может быть, даже каким-то, ну, не совсем простым путем, или когда у вас закрывается вот этот один путь, а открывается на смену совершенно что-то другое. И мы с вами сказали, вроде как есть известие, которое может нас ставить в тупик, но следом будет еще одно. Вот эта молния, вот как раз может олицетворять туз пентаклей. Одна дверь закрылась, а следом откроется другая. И мы не должны этого упустить. Его Величество случай проходит по тузу пентаклей тоже. Поэтому на сферу ваших достижений, по сути дела, самое начало будущего, самые какие-то первые шаги вот этого заслуженного успеха, которому вам нужно уделять внимание долгий период времени, как и сохранять свои мелкие даже победы, так и мужество идти вперед. Личная жизнь. Я надеюсь, все правильно понимают по 13-му старшему аркану, все же не про смерть. Но это карта трансформации, мои дорогие. Это карта, тем не менее, возрождения. Это когда новые возможности. И по 13-му аркану я всегда привожу пример. Очень символично, что у вас выпал туз пентаклей как возможность. И я сказала зернышко. Так вот, если мы зернышко садим в землю, первое, что происходит, разрушается твердая оболочка. Это та оболочка, которая служила панцирем, надежной защитой какое-то время вот для маленького ростка. Но для того, чтобы он сумел пробиться к солнцу, этот панцирь должен быть разрушен. И нам все непривычно. Мы можем чувствовать, что нам одиноко, холодно, что мы вынуждены надеяться в какой-то ситуации сами на себя. Но тем не менее,
нам предстоит, вот как это мужество, пробиться к солнцу. И пусть по этой карте окончание идет какое-то, но вот это окончание, это как вот этот маленький росток или начало уже чего-то будущего. Поэтому действительно, одна дверь закрывается, а есть другая возможность. Может быть, это вы поймете даже по части личной жизни, к примеру, не стоит ждать того человека, на которого, ну, может быть, любовная история была, который не придет. Или вы понимаете, опять же, меня смотрят люди из разных стран, может быть, и была какая-то счастливая любовь прежде, счастливая ваша личная история, но обстоятельства непреодолимой силы сложились именно так, как сложились. И тогда тоже замыкаться в себе или ставить буквально на себе крест нельзя. Нужно набраться мужества и идти дальше. Какая-то перезагрузка. Вы сами тоже можете для себя планировать по личной жизни. Это будет связано с работой и переездом, потому что путь вперед, путь наверх. Но у каждого своя будет просто концепция того, что будет завершаться. Или то, что нам обрисовали карты как закрытый путь. Ведь это тоже закрытый путь. Это просто в прошлое мы закрываем дорогу и идем вперед. И у вас очень много тех карт, когда, может быть, вы что-то и приводите сейчас к итогу, или оформляете бумаги, получаете какие-то документы, что-то согласовываете на этой неделе. И это не есть совсем просто. Вы можете сталкиваться с каким-то противодействием, с дурным чужим настроением, с пустыми обещаниями. Такое тоже. Поэтому и карты говорят, ты отталкивайся от того, что ты хочешь осуществить, или то, что для тебя важно. И тогда для тебя открываются новые перспективы. Задача их увидеть. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.